Когда жительница Мэриленда усыновила пожилого кота из местного приюта в округе Анне-Рундел, она не ожидала, что всего через несколько дней вернется туда после того, как узнала душераздирающую подробность о своем новом пушистом друге Маджо. У нее не было выбора, кроме как вернуться в приют. 11-летний Маджо, рыжий кот с белыми отметинами, и 16-летний Макс, кремовый Таби, выросли вместе. Макс и Маджо были лучшими друзьями, почти неразлучными. Они даже не подозревали, что их жизнь вот-вот изменится навсегда, когда хозяйка Макса и Маджо по непредвиденным обстоятельствам стала не в состоянии заботиться о них. Отчаявшись найти им новый дом, она привезла их в ближайший приют, где их жизнь перевернулась с ног на голову. Согласно политике приюта, их поместили в разные клетки в ожидании усыновления. Впервые за 11 лет эти кошачьи друзья оказались разлучены друг с другом. Из-за этого вынужденного разделения Макс и Маджо быстро замкнулись в себе, потеряв свою игривость и став неохотно взаимодействовать с посетителями. Кроме того, их преклонный возраст еще больше затруднял поиски нового дома, так как большинство потенциальных хозяев предпочитают более молодых питомцев. Но удача, наконец, улыбнулась хотя бы Маджо. В конце ноября, примерно через 2 месяца после того, как их сдали в приют, женщина пришла туда в поисках нового компаньона. Будучи в возрасте, она понимала, что не сможет справиться с энергией котенка, поэтому попросила показать ей кошек постарше. Сотрудники быстро представили ей Макса и Маджо. После общения с несколькими сотрудниками Маджо стал более игривым, и его зеленые глаза и бойкий нрав быстро привлекли внимание женщины. Сотрудники с радостью начали оформлять процесс усыновления, и через несколько недель в приюте Маджо обрел новый дом. Но Макс не так повезло, и он остался в клетке, лишившись надежды когда-либо воссоединиться с другом. Хозяйке Маджо очень понравился ее новый питомец, и она с нетерпением ждала возможности все время проводить с ним, играя и лаская. Однако Маджо с трудом осваивался на новом месте и начал демонстрировать странное поведение. Он бродил из комнаты в комнату, тихо мяукая, а затем резко бросался в темные углы. Поначалу женщина думала, что он просто играет, но вскоре ее стало беспокоить то, что после выхода из комнат Маджо жалобно мяукал и сворачивался клубочком на диване. Обеспокоенная хозяйка начала искать в интернете причины такого поведения Маджо. Одна статья предположила, что он, возможно, скучает в одиночестве и что ему могут помочь звуковые стимулы вроде телевизора или радио, чтобы пространство не казалось таким пугающим. На следующий день, когда Маджо совершил свой ежедневный обход по дому, женщина включила телевизор. Она переключала каналы, пока не нашла местные новости, которые хотела посмотреть и которые могли издавать достаточно шума, чтобы привлечь внимание Маджо. Как раз в это время шел репортаж о приюте для животных в округе Анне-Рундел, где был усыновлен Маджо. Сотрудники надеялись, что это поможет увеличить количество усыновлений, особенно учитывая приближение праздников. Как только на экране появились первые животные, Маджо успокоился. Его хвост слегка подергивался, а глаза были прикованы к экрану. Впервые с момента, как женщина забрала его домой, Маджо не бродил из комнаты в комнату, мяукая. Она с интересом смотрела на реакцию Маджо на происходящее. Сначала Маджо вел себя спокойно, лишь изредка мяукая или наклоняя голову, когда люди и животные появлялись на экране. Женщина чувствовала, как у нее сжимается сердце при виде всех этих кошек и собак, ожидающих, когда же кто-нибудь заберет их домой, особенно в преддверии праздников. Репортаж подходил к концу, когда вдруг громкий «Вау!» Маджо привлек внимание женщины. Она никогда не слышала, чтобы он так ревел. Маджо начал медленно подбираться к тумбе, на которой стоял телевизор, а затем в один момент этот обычно спокойный кот вдруг вспрыгнул на нее
оказавшись в нескольких дюймах от экрана. Женщина поспешила вмешаться, когда Маджо протянул лапу к экрану и принялся хлопать по нему. Кот продолжал мяукать громче, чем когда-либо, а телевизор начал раскачиваться на тумбе от его ударов. Опасаясь, что телевизор может упасть и травмировать Маджо, женщина быстро сняла его и аккуратно поставила на пол. Взгляд кота был устремлен на экран, и женщина нахмурилась, услышав его протяжные жалобные мяуканья, от которых у нее навернулись слезы. Она задумалась, что могло вызвать такое странное поведение. Когда Маджо продолжал мяукать, женщина оглянулась на телевизор, чтобы понять, что там происходит. Молодая репортерша пыталась сохранить равновесие, прижимая кота к груди. Хозяйка Маджо сразу узнала в этом коте Макса Кремова-Ватаби, с которым познакомилась несколько дней назад. Она нахмурилась, когда репортерша поместила Макса обратно в клетку, погладила его по ушам, и уж она нахмурилась, когда репортерша поместила Макса обратно в клетку, погладила его по ушам и ушла. Камера переключилась на общий вид здания приюта, и в этот момент Маджо замолчал. Женщина обернулась и увидела, что Маджо направился к дивану, запрыгнул на него и издал последний тоскливый звук, оглядываясь по сторонам. Она задумалась, не заставило ли появление другого кота Маджо почувствовать себя еще более одиноким. Подойдя к дивану, женщина погладила своего питомца, и он поднял голову, чтобы прикоснуться к ее руке, а она выключила телевизор. В последующие дни хозяйка Маджо продолжала попытки развеселить его, включая телевизор и радио. К сожалению, Маджо больше не проявлял никакого интереса, кроме той необычной реакции на новостной сюжет. Он становился все более расстроенным с каждым днем, и женщина была в полном замешательстве. Когда Маджо окончательно потерял свою игривость, она решила обратиться за профессиональной помощью. На следующее утро, используя визитку с контактной информацией, хозяйка Маджо попыталась связаться с приютом. Однако из-за наступивших праздников ей пришлось ждать, пока приют вновь откроется. Все это время Маджо продолжал замыкаться в себе. Большую часть времени он бродил по дому, заглядывая во все углы, а не найдя никого, издавал печальные звуки и снова сворачивался клубочком на диване. Только на следующий понедельник женщине наконец удалось дозвониться в приют для животных округа Анна-Рундел. Она быстро описала сотруднику на другом конце провода странное поведение кота, его вялость и необычные действия. Молодой человек, который принимал Маджо и Макса, когда они впервые попали в приют, надеялся, что пару усыновят вместе, опасаясь серьезных последствий их постоянного разлучения. Сотрудник был опечален, узнав, что его страхи оправдались, и некоторое время молчал, не зная, как объяснить ситуацию. В сердце хозяйки Маджо учащенно билось в ожидании ответа. Она не могла отделаться от мысли, что с ее котом что-то серьезно не так. Наконец, после долгой паузы, молодой человек заговорил снова. Он сообщил ей, что Макса и Маджо привезли в приют вместе, что они были неразлучны последние 11 лет. Затем он объяснил, что в соответствии с политикой приюта их разлучили по прибытии, из-за чего они замкнулись и расстроились. Женщина почувствовала, как у нее защипало в глазах, когда она, наконец, узнала душераздирающую правду о своем новом питомце. Вытирая слезы, она слушала, как молодой человек продолжил рассказ. Он сообщил ей, что после ухода Маджо из приюта Макс стал все больше замыкаться в себе, отказываясь играть или даже выходить из клетки. Эта информация заставила хозяйку Маджо почувствовать себя еще хуже, и она спросила сотрудника, есть ли способ помочь. Печально, но молодой человек сообщил, что поскольку Макс, как и Маджо, стал вялым и грустным, шансы на его усыновление теперь очень малы. Хозяйке Маджо стало нехорошо, ведь Макс был таким милым котом, когда она его видела, и он заслуживал хорошего дома. Сотрудник
извинился за поведение Маджо и предположил, что возможность навестить Макса могла бы улучшить их состояние. Больше он не мог предложить никакого решения этой проблемы. Поблагодарив его, женщина повесила трубку. Женщина подошла к дивану, где, как всегда, спал Маджо, и аккуратно присела рядом, нежно погладив его по спине. Теперь его странное поведение обрело смысл, и хотя она могла понять тоску Маджо по своему другу, она планировала взять только одного кота. Будучи новичком в содержании домашних животных, она опасалась, что не сможет должным образом позаботиться сразу о двоих. Однако ей никак не удавалось выкинуть из головы мысли о Максе и его ситуации. Поэтому она решила организовать для Маджо визит в приют, а также обзвонить друзей и знакомых на предмет того, не захочет ли кто-нибудь из них взять Макса. По мере приближения Рождества хозяйка Маджо продолжала обзванивать всех знакомых в надежде, что Макса наконец усыновят. Но никто из ее друзей не хотел брать пожилого кота, и к концу декабря Макс все еще оставался в приюте. Лишь когда женщина позвонила в приют, чтобы договориться о визите, она узнала, что Макс дошел до такого состояния, что отказывался есть и даже играть. Подобно Маджо, на него начали сказываться месяцы разлуки с его другом всей жизни. На неделе перед Рождеством Макс все еще сидел в приюте, а Маджо отказывался слезать с дивана, несмотря на все усилия женщины. Опасаясь за благополучие обоих котов, она приняла решение, которое вновь полностью изменит их жизнь. Утром 26 декабря хозяйка Маджо отправилась обратно в приют. Она прибыла вскоре после его открытия и сразу же вошла внутрь. Сотрудница на ресепшене была шокирована, увидев женщину снова так скоро. Ее коллега рассказала ей о поведении Маджо, и молодая женщина опасалась, что его хозяйка пыталась вернуть его в приют. Однако ее опасения рассеялись, когда хозяйка Маджо спросила, находится ли Макс все еще в приюте и можно ли его увидеть. Сотрудница, также знавшая ситуацию с Максом, была вне себя от радости и с готовностью проводила женщину к его клетке. Но когда клетку открыли, Макс отказался выходить, предпочтя остаться лежать в дальнем углу и тихо мяукать. Это действие так сильно напомнило женщине Маджо, что она с трудом сдерживала слезы, доставая из кармана маленькую игрушку, плюшевую мышку, с которой Маджо любил спать, обнимая ее. Женщина положила мышку в клетку Макса и с тревогой наблюдала за его реакцией. Она читала, что кошки часто узнают друг друга по запаху, и надеялась, что запах Маджо поможет Максу выйти из клетки. Минуты тянулись одна за другой. Каждая казалась бесконечной, пока, наконец, Макс не протянул лапу и не подтянул к себе мышку. Женщина и сотрудница молча наблюдали, стараясь не спугнуть Макса обратно в угол. Маленькая мышка медленно переместилась по дну клетки к его мордочке. Макс наклонился и обнюхал игрушку, а затем впервые с момента поступления в приют замурлыкал. На этот раз хозяйка Маджо не смогла сдержать слезы, наблюдая, как Макс начал прижиматься к мышке. Через некоторое время женщина тихонько подала голос, чтобы привлечь его внимание, и протянула руку. Макс принюхался и замурлыкал еще громче, узнав запах Маджо, которого женщина обняла утром, чтобы он перешел на ее одежду. Сотрудница и хозяйка с изумлением смотрели, как Макс подхватил мышку в зубы и бросился прямо в объятия женщины. До этого момента она сомневалась, стоит ли брать второго кота, но, увидев реакцию Макса, не смогла отказать ему в возможности воссоединиться с другом. Женщина незамедлительно начала оформлять документы на усыновление, сказав сотруднице, мысль о том, что ему придется провести остаток жизни в клетке, просто разбивала мне сердце. Поскольку она уже усыновила Маджо, процесс на этот раз прошел гораздо быстрее, и менее чем через час Макса передали новой хозяйке. Она бережно прижала его к груди, и он тут же свернулся калачиком. Тронутые ее решением усыновить лучшего друга Маджо, сотрудники сфотографировали Макса с новой хозяйкой перед их уходом. Фото было размещено на странице приюта «Друзья окружного приюта для животных Анна Рундел» в Facebook с подписью «Желаю вам долгой счастливой жизни вместе, Макс и Маджо».
Пост собрал внушительные 4,8 тысячи просмотров. Женщина, теперь гордая обладательница 2 котов, привезла Макса домой. Как только питомцы увидели друг друга, Маджо, последний месяц проведший на диване, бросился навстречу своему лучшему другу, радостно мяукая. Пара снова стала прежней игривой, буквально через несколько секунд. Женщина с счастьем и благоговением наблюдала, как они резвятся по всему дому. Несмотря на долгую разлуку, между ними ничего не изменилось. По сей день Маджо и Макс счастливо наслаждаются своим новым домом навсегда. Эта пара снова стала неразлучной, благодаря доброте одной женщины. Какая трогательная история! Что бы вы сделали, если бы узнали, что у вашего приемного питомца есть давний друг? Тоже усыновили бы его? Поделитесь своим мнением в комментариях ниже. Спасибо за просмотр.